Что обожает каждый заядлый велосипедист? Конечно же, проехать в каком-то интересном месте, сделать кучу фоточек и выложить в Страву очередную поездку, чтобы друзья-велосипедисты оценили лайками. Я не исключение и просто обожаю изучать новые трассы. И вот однажды мы с друзьями садимся в машину, едем за 150 километров от Белостока в сторону польского города Сувалки, чтобы проехать, как оказалось, самый лучший маршрут в моей пока недолгой велокарьере. Чем же так примечателен этот маршрут? В первую очередь своим рельефом. На 85 километров трассы мы набрали порядка 1200 метров высоты. Наверное, это самый большой набор, который у меня был за 2,5 года моих поездок. А еще все эти подъемы сопровождались невероятными видами на подлясские просторы. В этом видео будет много кадров с дрона, в потрясающих местах. Надеюсь, вы досмотрите до конца и вам понравится. Итак, мы приехали на точку старта, уже выгружаемся. И уже здесь, возле нашей стоянки, вот там вот, я не знаю, правда, будет на камере видно или нет, но там просто обалденные такие, знаете, возвышенности. И сейчас мы по этому всему поедем. Правда, не совсем здесь, мы поедем в другое место, но у нас 1200 метров набора. Поэтому поездка должна быть реально очень крутой, очень насыщенной, так что смотрите, не переключайтесь. Для начала едим, затем снимаем велосипеды с машины, экипируемся и в дорогу. Ну что, поехали? Проехали буквально километров 10, и здесь столько, просто столько всяких красивых видов. Хотя мы еще не были даже ни на одной горе толком, но здесь просто очень много холмов, и вы вверх-вниз едете, и это прям, ну реально, я вам словами не передать, это очень красиво, это просто вот супер маршрут. Уже даже первые 10 километров показывают, что он будет, наверное, одним из лучших маршрутов, которые мы ездили по Польше. Итак, у нас прокол, вернее, у Сергея. Так что мы отдыхаем сейчас, а Сережа будет крутить свои колеса. Так что не будьте Сергеем, не прокалывайтесь. Хотя я сам в этом году уже 3 раза прокололся. Но бывает. Интересная особенность этого маршрута в коровах. Их тут просто огромное количество. За весь маршрут увидели, наверное, более 1000 голов самых различных расцветок. Вот такой он, польский молочный мир. Мы приехали на наше первое видовое место. Вот смотрите, такая у меня за спиной гора. Она, по-моему, 260 или 250 метров. Сейчас мы на нее поднимемся, и там должны быть просто обалденные виды. Забраться на гору оказалось не так-то и просто с велосипедами. К лестнице ведет узкая крутая тропинка, а потом сама лестница. Тоже довольно крутая, но мы справились. В общем, мы забрались на эту гору. Просто посмотрите, какой здесь крутой вид. Виды видами, а маршрут сам себя не проедет. Поэтому спускаемся и дальше в путь. И, как известно, где есть много набора, там есть и много спуска. Тут нам попадается довольно затяжной спуск, который сменяется таким же затяжным подъемом. Но за этим подъемом нас ждет очередное видовое место. Сейчас идем еще на одну площадку смотровую, и мне кажется, там будет очень круто. Так что, погнали.
Ну а мы едем дальше. Впереди нас ждет еще одно видовое место. Но пока хочется сказать, что Сувалки это про многообразие. Тут нет чего-то одного, например асфальта или гравия, равнин или холмов. Тут есть все. За эти 85 километров мы ехали по идеальному асфальту, спускались по такой лесной дороге, что даже камера не выдержала и улетела. Проехали множество лесных и гравийных дорог. Поднимались в гору с градиентом 10% и с таким же градиентом спускались. На этом маршруте каждый найдет себе то, что ему по душе. А самое главное это виды, которые лично для меня это самое главное в любой трассе. Мы ехали и наконец приехали вот к такой видоковой веже, смотровая вышка. Она этажей, наверное, 7-8. Сейчас посмотрим, что же там видно с нее. По идее, должно быть очень круто. Так, мы забрались наверх, и здесь прям огонь, смотрите. В этой поездке я отснял порядка 2 часов видео. Хотелось показать вам чуть ли не каждый километр. Так сильно меня впечатлил этот маршрут. И впечатлил не меня одного. Однако пора заканчивать. Но мы еще обязательно вернемся в Сувалки и проедемся тут не один раз.